Привет, Тана! Сегодня я хочу рассказать тебе о Warframe Valkyria. На данный момент именно за нее я наиграл большее количество времени. Она обладает очень высокой выживаемостью, уроном, а главное, очень проста. Но перед этим немного отступлю. Я считаю, что большинство Warframe'ов, да что там, все Warframe'ы, могут быть по-своему хороши. Из каждого можно сделать имбу, каждый может пригодиться в каком-то своем направлении, в какой-то своей активности. Поэтому я не говорю, что Valkyria это лучший Warframe, и тем более я не говорю, что мой билд лучший. Warframe'ов много, они разные, у них разные способности, разные навыки, они интересны разным игрокам. Так и билды, под каждого могут отличаться, под желание и по потребности. Я смотрел множество билдов по Valkyrie и пробовал их, делал разные варианты с миллиардным уроном от каждой тяжелой атаки, с разными сочетаниями оружия и статусов. Но в итоге я возвращался к своей основной сборке, потому что когда ты проводишь в игре много времени, постоянно скакать, применяя разные навыки, собирать врагов в кучу и поливать их статусами, а после добивать тяжелой атакой только ради больших цифр, не для меня. Тем более, Valkyria без танцев с бубнами имеет очень высокий урон. Поэтому, делая свой билд, я ориентировался на то, чтобы мне было комфортно играть, чтобы я мог пойти в данж, и неважно сколько там провел времени и какой уровень врагов, я все равно буду выживать, носить высокий урон и получать удовольствие. История Valkyrie — это не просто история Warframe Берсерка. Это рассказ о том, как боль и жестокость могут превратить воина в безжалостную машину для убийства. Она была создана в недрах лаборатории проекта Занука корпусным ученым Аладом 5 на Юпитере. Это не значит, что Алад 5 придумал ее, он проводил на ней жестокие эксперименты. Первоначальная, неповрежденная Valkyria выглядела совсем не так, как мы привыкли. Она была элегантным, гордым воином, который впоследствии получил название Скингерсеми. Однако, когда она попала в руки Алада 5, он стал разбирать ее на части, пытаясь создать свою боевую машину Зануку. Кодекс игры говорит нам, что Valkyria вышла из его лаборатории израненной, озлобленной и до ужаса искусной в убийстве. Именно эти пытки сформировали того Warframe, которого мы знаем сейчас. Вся ее ярость, ее дикий облик, ее крики – это прямой результат пережитой боли. Скингерсеми – это ключ к пониманию всей трагедии Valkyrie. Он доступен в магазине за 150 платины и визуально возвращает Valkyrию к ее изначальному облику. Вместо разорванной плоти и сдерживающих скоб мы видим цельный и элегантный дизайн с небольшими крыльями за спиной и полноценным хвостом. Название скина происходит от древнескандинавского слова «гарсими», что означает «сокровище» или «драгоценность». Это идеально описывает его суть, он показывает ту драгоценность, которую Valkyria потеряла, когда ее сломали. Самая важная деталь для лора – узоры и цветовая гамма скина Герсеми сильно напоминают внешность Заники, хищной машины, созданной Аладом 5. Это прямо указывает на то, что для своего зверя Алад использовал кожу, содранную с Valkyrie. То, что мы видим у обычной Valkyrie, это не ее истинный облик, а последствия пыток. Обнаженные мышцы, удерживающие скобы и следы жестоких экспериментов. Скин Герсеми – это та самая кожа, которая была украдена, чтобы создать монстра. Основной чертеж Valkyrie покупается в магазине за 35 тысяч кредитов, а чертежи компонентов, нейрооптику, каркас и систему нужно выбивать с босса Алада 5 на планете Юпитер, миссия Темиста. Успешное убийство босса награждает одним из 3 чертежей компонентов. В среднем нужно сделать около 5-10 заходов, чтобы собрать все части. Пассивная способность. Valkyria накапливает ярость, нанося удары в ближнем бою или убивая врагов. Это увеличивает урон в ближнем бою до 300%. Если шкала ярости превышает 150, она полностью расходуется при получении смертельного урона, предотвращая смерть и даруя неуязвимость на 5 секунд. Эта способность отлично работает с ее ультой, увеличивая урон когтей. И, конечно, работает с любым оружием ближнего боя, увеличивая его урон в 3 раза. Получается, каким бы оружием она ни пользовалась, урон будет очень высоким. Первая способность – разрывающий шнур. Valkyria бросает крюк и притягивается к месту попадания. Если попадает во врага, ближайшие противники притягиваются, и она проводит скоординированную атаку. Я этой способностью практически не пользуюсь, но она может помочь собрать разбросанных врагов в одну кучку, чтобы нанести им сокрушительный удар тяжелой атакой. Вторая способность – боевой клич. Valkyria издает боевой клич, который увеличивает броню и скорость атаки союзников в радиусе действия. С этой способностью отлично работает аугмент «Вечная война». Он увеличивает длительность способности на 2 секунды за каждого убитого в ближнем бою врага. Благодаря этому можно активировать боевой клич в начале миссии и больше не применять его, он будет работать бесконечно.
Третья способность – паралич. Выпускает разрушительный взрыв, замедляющий врагов и увеличивающий их уязвимость к урону в ближнем бою. Этой способностью я не пользуюсь. Обычно я заменяю ее на способность Кулерва – неистовый шаг, чтобы увеличить шанс критического урона в ближнем бою. Четвертая способность – истерия. Валькирия обнажает смертоносные когти, нанося разрушительные атаки, которые исцеляют ее. Она становится невосприимчивой к эффектам статуса, а бонус к броне от боевого клича умножается. Во время ульты она становится машиной для убийств. Когти можно улучшать отдельно, как величественный клинок Экскалибура или регуляторы Мисы. Они хорошо разгоняются и позволяют постоянно отхиливаться. Любое оружие ближнего боя с Валькирией тоже наносит высокий урон, но когти работают намного лучше, так как еще больше увеличивают выживаемость. Главный минус – способность потребляет много энергии в секунду. Чтобы решить эту проблему, нужно увеличивать длительность и энергоэффективность. Это сократит потребление. Основной билд. В постройке билда я ориентировался на две характеристики. Длительность. Она сокращает потребление энергии в секунду от ульты и увеличивает длительность привитого навыка от Кулервы – неистовый шаг, который повышает шанс критического урона в ближнем бою. Также увеличивает длительность боевого клича, но это не так важно, потому что с аугментом Вечная война он работает бесконечно. Сила. Она увеличивает урон от ульты, шанс критического урона от Кулерва, скорость атаки от боевого клича и уровень брони. Аура – стальной натиск. Отряд получает 60% урона от атак ближнего боя, когти Валькирии наносят больше урона, идеально подходят. Силовое течение увеличивает силу способностей. Слепая ярость тоже увеличивает силу, но снижает энергоэффективность до 45%. Это не критично, потому что навыки мы применяем редко. С высокой длительностью они работают долго после первого применения. Эффективность не так сильно влияет на потребление ульты в секунду, как длительность. Мы сильно увеличили длительность, снизили эффективность и все равно сократили расход энергии. Живучесть Умбра и усиление Умбра. Их можно заменить на другие моды. Например, точность усиления дает 90% силы к ульте, но мы потеряем силу для Кулерва и немного скорости атаки с броней. Впрочем, это не сильно влияет на общую эффективность. Гнев. Преобразует урон по здоровью в энергию. Мы убрали щиты, поэтому Валькирия получает урон по здоровью часто и быстро восстанавливает энергию. Ульта активирует вампиризм, так что это не критично. Броня 1000 плюс боевой клич и ульта увеличивает ее еще больше, поэтому урона по здоровью приходит мало, а энергии восстанавливается много. Поток Прайм увеличивает запас энергии, делая игру комфортнее. Можно заменить, но это усложнит геймплей. Кратковременное усиление и упрощенное мышление дополнительно увеличивают силу способностей, что повышает урон ульты и других навыков. Мистификаторы. Мистическое благословение увеличивает максимальное здоровье. Можно заменить на другой мистификатор, но этот упрощает игру. Даже если прилетит сильный урон, ты не умрешь. Высокая броня, много здоровья, равно отличная выживаемость. Мистическая зарядка дает шанс получить 150 энергии с одной сферы вместо минимального количества. Высокое потребление энергии требует высокого пополнения. Этот мистификатор сильно упрощает игру. Осколки Архонта. Я ставлю 5 светящихся багровых осколков на увеличение критического урона в ближнем бою. Когти Валькирии. Стойкая истерия, она одна, заменить ее нельзя. Основные моды — это грань мастерства, включать Тенакай. Благодаря этому моду мы можем регулярно бить тяжелой атакой, нанося повышенный урон, не теряя при этом комбо. Болевая точка Прайм увеличивает урон в ближнем бою. Лихорадка добавляет урон токсинам. Вместе с фокусировкой энергии 60% урона электричеством дает в сумме коррозийный урон. Плюс фокусировка энергии дает 40% эффективности тяжелой атаки. Это важный момент. Разберем механику. Тяжелая атака наносит дополнительный урон в зависимости от множества комбо. Чем больше комбо, тем выше урон. При комбо x12 урон тяжелой атаки умножается на 12. Тенакай наносит меньше урона, чем обычная тяжелая атака, так как не использует комбо. Минус тяжелой атаки – она сбрасывает комбо до нуля. Если у тебя было x12, после тяжелой атаки становится 0, и комбо нужно разгонять заново. Это проблема, если ты играешь с модами, которые зависят от множителя комбо. Решение – эффективность тяжелой атаки. Этот параметр уменьшает количество комбо, которое тратится при ударе. Если мы сочетаем фокусировку энергии 40% эффективности и спираль рефлексов, можно увеличить эффективность до 90%. Это максимальное значение. При 90% эффективности, нанося тяжелую атаку с комбо x12, мы получаем x12 урона, но теряем не все комбо, а всего одну единицу. После атаки комбо остается 11x, а не 0. Это кардинально меняет геймплей, ты не теряешь урон и можешь бить тяжелыми атаками постоянно.
Остальные моды — это приток крови, дает 40% шанса критического урона, который увеличивается вместе с множителем комбо. Благодаря эффективности тяжелой атаки комбо сбивается не сильно, даже если ты используешь тяжелые удары. Размах Prime увеличивает дальность когтей. Это очень важно, потому что когти по умолчанию коротковаты. С этим модом играть намного удобнее. Крушитель органов увеличивает критический урон, сильно влияет на общий. Гальванизированная закалка дает шанс крита, а при тяжелой атаке x2, а при убийстве в ближнем бою увеличивает крит урон на 30%, складывается до 4 раз. Мистификатор. Я предпочитаю использовать обнаружение ближнего боя, так как я регулярно использую атаку Кулерва. После применения способности урон от коррозии увеличивается на 60% при ударе в ближнем бою на 25 секунд. Суммируется до 240% и дает в итоге очень высокий урон. Вот как это работает. Включаем ульту, кричим, вылетаем в толпу. Этого уже хватит. Если хочешь увеличить урон, используешь Кулерва. Время от времени можешь просто бить тяжелой атакой. Эффективность позволит не потерять все комбо. Билд для новичка. Аура. Увеличивает вместимость модов. Если нет стального натиска, можешь поставить связь сновидца, она увеличивает восстановление энергии. Живучесть. Увеличивает здоровье, упрощает геймплей и не дает умереть. Равновесие. Если нет гнева и мистической зарядки, отличная замена. Сферы здоровья дают энергию, сферы энергии дают здоровье. Обтекаемость. Повышает энергоэффективность и уменьшает потребление энергии ультой. Усиление. Доступно быстро, немного увеличивает силу способностей. Если нет других модов, которые могли бы увеличить силу способностей, можно использовать моды из серии Гладиатор. Доступно на старте, легко получить. Например, ловкость Гладиатора тратит энергию на предотвращение смертельного удара и увеличивает шанс крита за каждый множитель комбо. Решимость Гладиатора работает также, плюс добавляет здоровье. Приоритет модов такой: живучесть, энергия. Нужно поставить равновесие, поток, обтекаемость, непрерывность, потом сила, усиление и другие, если есть. Мистификатор на старте недоступны, поэтому о ней говорить смысла нет. Когти для новичков. Болевая точка увеличивает базовый урон. Закалка увеличивает критический шанс. У Валькирии изначально очень высокий крит, поэтому разогнать его будет легко даже с этой картой. Умение ближнего боя. Увеличиваем шанс статуса. Статус для нее не самый важный параметр, особенно с учетом низкого базового значения, но в начале игры это тоже сильно помогает. Ярость увеличивает скорость атаки. Валькирия и так быстро бьет когтями, но с этим модом скорость становится еще выше. Размах. Важная карта. Когти коротки, но с этим модом дальность увеличивается. Крушитель органов очень важный мод. Используется в основном билде, увеличивает критический урон. Это сильно помогает наносить высокий урон. Лихорадочные удары и шокирующее касание нужны, чтобы создать коррозийный урон. Коррозия эффективна против брони, что очень помогает в игре. Вот так примерно будет работать билд на новичке с этими модами. Включаем ульту, кричим и вылетаем в толпу. Валькирия — это Warframe, которого я могу рекомендовать каждому игроку. Она проста в освоении, легко собирается на старте и при этом остается актуальной на всем протяжении игры. На сегодня все. Если было полезно, подписывайся, ставь лайк и пиши в комментариях, какой билд на Валькирию используешь ты. Спасибо и удачи тебе, Тена.